Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным, однако добрее его не было никого во всем лесу. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным, однако добрее его не было никого во всем лесу. Вот так звучат мои Razer Kraken Pro после небольшой доработки. О том, как я ее сделал, я покажу в этом видео. И заставка, а потом так. И ништяк. Всем привет, с вами Джон Панч. В этом видео я прокачаю Razer Kraken Pro. Любой, кто скажет, что эти наушники классные, нагло соврет. Звук из наушников как будто бы из бочки, в них много лишних басов. Но даже это я готов им простить, они мне достались всего за $20. Ох, и люблю я всякий хлам с eBay покупать. Кстати, о том, как покупать хлам с eBay, у меня есть отдельное видео, и ссылка на него есть в описании или будет в конце этого ролика. Этой гарнитуре простить можно многое, но точно не звук микрофона. Мои тиммейты в PUBG начали проклинать день, когда я купил эти наушники. И вот вам полный тест микрофона. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным, однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Я напомню, что оригинальная цена этой гарнитуры $60, но она не звучит на свою цену. И нет, умник в комментах, я не купил подделку, это оригинал. Для подтверждения моих слов достаточно посмотреть пару-тройку тестов на YouTube, а их полно. Зачем же я их все-таки тогда купил? Я повелся на дизайн. Да и цена была привлекательной. А микрофон? Его можно заменить. И в этом видео я покажу как. Дело в том, что даже самая рядовая гарнитура звучит лучше, чем в Razer Kraken Pro. В руках у меня как раз одна из них. Я ее купил на AliExpress всего за $3. Мне ее даже немного жаль. Уж больно она хороша для своей цены. Внутри этой гарнитуры есть микрофон, и извлечь его можно паяльником. Кстати, совершенно не обязательно расковыривать какую-нибудь гарнитуру, как это сделал я. Хороший микрофонный модуль можно купить просто отдельно на AliExpress. Я не гуру паяния. Свой паяльник я купил за $1 в ближайшем строительном магазине. Но тут не нужно иметь 7 пядей во лбу. А вот разместить новый микрофон внутрь достаточно сложно. Дело в том, что я не нашел в интернете инструкции по разборке корпуса микрофона этих наушников. Зато нашел небольшой зазор, в который можно вклиниться и попробовать разобрать эту капсулу. С этой задачей может справиться обыкновенная отвертка и немного вандализма. И вот он, долгожданный щелчок. Корпус открывается, и мы видим, какой же он маленький. А теперь понятно, почему он так звучит. И вот теперь у меня новая проблема. Извлеченный микрофон слишком велик для этого корпуса. Но меня это не остановит. Я выпаял оригинальный микрофон, припаял новый, и теперь моя задача впихнуть невпихуемое. В этом мне поможет мой друг Роман, потому что у него прямые руки и есть фрезер. Как говорится, любишь Razer, имей фрезер. И мы расширим пространство под новый микрофон. К сожалению, во время обработки часть корпуса была повреждена. Выглядит это не клево, но спасет нас суперклей и сода. С их помощью можно создать полимер. Он заполнит все щели и станет частью корпуса. Неровности можно сгладить при помощи напильника. Получилось почти идеально, осталось лишь покрасить. И не забыть заклеить дырочку микрофона. Красить будем такой эмалью. Ну вот это уже другое дело. Теперь эти наушники прослужат мне как минимум полгода. Увы, но Razer Kraken Pro во всей линейке разеровских наушников почему-то самые неживучие. Но я их буду чинить, чё уж там, я ж не рукожоп. Я бы с радостью похвалил Razer Kraken Pro, но, к сожалению, у этой модели, кроме дизайна, нет никаких преимуществ. А у моей есть, это микрофон, и он звучит охрененно. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Теперь мои тиммейты точно помогут мне на поле боя, если меня вдруг подстрелят. А с вами был Джон Панч. Всем спасибо за просмотр. Пока. Сейчас буду зажимать, блядь. Шаги слышу. Осталось трое. Сейчас. Тільки закину. Лерой Дженкинс, мать его. Ой, Иван, успокойся.